Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать очень интересный узор, который напоминает английскую резинку, но вяжется он тунисским крючком. Поэтому он не растягивается, держит форму. Особенно хорош он для пуловеров, как мужских, так и женских, а также подходит для детских изделий. Этот узор более контрастно смотрится, когда нитка более крученная, но и на обычной нитке тоже хорошо выглядит. Вот сейчас я вам покажу, какая у меня кромочная петля в образце получилась, как сам узор выглядит. Ну, для того, чтобы начать вязание, конечно, нужно набрать первую петлю. Набираем первую петлю и вяжем цепочку. Узор имеет раппорт 2 петли, поэтому достаточно набрать кратное число петель плюс 2 кромочные. Вы можете пробовать на маленьком образце или на образце, например, размером 10 на 10 сантиметров, для того, чтобы сразу потренировать узор и высчитать, сколько вам нужно для вашего изделия петель набрать. Итак, набрали мы цепочку и сейчас вяжем установочный ряд. Вяжется ряд обычно базовым тунисским вязанием, то есть в каждую петлю нашей цепочки мы продеваем крючок и набираем петлю. Продолжаем так до конца ряда. Обязательно нужно стремиться, чтобы натяжение нити было равномерным. Это очень важно, особенно при тунисском вязании. Вот набрали мы ряд. Можно пересчитать. Если больше или меньше, соответственно, добавить или убавить одну петлю. Начинаем закрывать по одной петле до конца ряда. Будем выполнять это закрывание. Когда мы закрываем петли, то нужно стремиться обязательно, чтобы вязание было равномерным. Иначе будут или свободные, или стянутые части нашего изделия или образца в данной ситуации. Вот довязала я установочный ряд. И теперь будем начинать вязать непосредственно первый ряд нашего узора. Провязываем сквозь наше полотно и набираем 3 петли. Пропускаем один промежуток и опять набираем петля, накид, петля. И так делаем до конца ряда. Этот ряд очень важен для того, чтобы равномерно и правильно распределились наши косички, которые потом мы будем вязать. Вот дохожу я до конца ряда. И обязательно нужно провязать кромочную для того, чтобы в дальнейшем облегчить задачу при сборке отдельных частей изделия. Обязательно поднимаем 2 половинки, передняя и задняя половинка петли, чтобы получить равномерную красивую косичку. Еще раз проверяем, что у нас получилось, и начинаем закрывать. Кромочную закрываем одной петлей, потом
продеваем сквозь 3 петельки наших набранных петлю и закрываем ее. Дальше опять продеваем сквозь наши 3 петельки, закрыли и опять продеваем через 3 петли. И так продолжаем до конца ряда, внимательно, никуда не торопясь. От этого будет зависеть ширина нашего изделия, чтобы оно не сжалось, чтобы мы его не стянули, если вдруг пропустим какую-то из петелек. Вот я дохожу до конца ряда. И обязательно не забываем кромочную. Вот это мы получили первый ряд нашего узора, назовем его базовым. Далее очень внимательно нужно левую петельку, через нее продеть крючок насквозь и поднять петлю. Далее делаем накид и опять поднимаем петлю. Итого у нас 3 петельки в этом месте. Следующий раппорт делаем точно так же. База у нас уже есть, то есть вот эти намеченные наши косички. И туда везде заходим крючком и делаем петля, накид, петля. И так мы продолжаем до конца ряда. Узор вяжется очень просто. За пару рядов можно уже хорошо им овладеть. Я провяжу несколько рядов, чтобы вам не перематывать видео на начало, а чтобы можно было вместе со мной провязывать. Вот дохожу до конца ряда, вяжу крайнюю косичку и обязательно поднимаю за 2 половинки кромочную петлю. Итак, получили еще один ряд. Вот уже видна наша косичка. Начинаем закрывать. Кромочную одну закрыли. Далее продеваем через 3 набранных петельку, закрыли, продели, закрыли, продели через 3 петельки. И так до конца ряда. Мне очень нравится этот узор, он получается такой объемный и хорошо держит форму. Особенно после стирки изделие не вытягивается. Вот связали еще один ряд. Продолжаем точно так же. Продеваем крючок сквозь петлю и делаем петля, накид, петля. И дальше наш следующий раппорт. Петля, накид, петля. Если вам понравилось мое видео и оказалось оно вам полезным, я очень прошу поставить лайк и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно, если вы оцените мою работу. Если вам что-то интересно и хотите что-то, чтобы я изменила в своих видео, пожалуйста, напишите это в комментариях. Я буду рада ответить на ваши комментарии.
Мне это очень важно, потому что я хочу развивать свой канал, чтобы больше людей посмотрело видео о вязании. Это моё любимое хобби, и я хотела бы поделиться своими знаниями с теми людьми, кому этот вид, досуга, интересен. Вот я, закончила ряд. Смотрим, у нас уже сформировался узор небольшой такой по высоте. Вот. Можно продолжать дальше вязать, если вам все понятно. Внешний вид узора, конечно, очень зависит от выбранных ниток. Чем более скручена нить, тем более яркий узор получается. Вот изнаночная сторона. Тоже выглядит очень аккуратной. Кромочные петельки тоже обязательно нужно всегда провязывать, не забывать, потому что они очень помогают собирать изделия в дальнейшем. Ну вот опять возвращаемся к образцу, который я связала из других ниток. Он выглядит чуть-чуть иначе, более контрастно, потому что нить это немножко более скрученная, и это акрил, который держит форму, достаточно объемную форму. Полотно выглядит как тканое и достаточно мягкое, очень приятное на ощупь, не жесткое. Итак, желаю всем удачи и успехов. До следующего видео. Хорошего всем вязания!